Избирательные участки. Ходим или не ходим, один ничего не меняется. Дума — это сегодня такой декоративный орган. Наобещать колбаса 3000 рублей, социальная стабильность будет, и потом ничего это не делать. Что голосовать? И так все понятно. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Вы ходили голосовать на этих выборах? Если ходили, то за кого? Не было возможности там ходить голосовать. Да и вообще бы я и не пошел на самом деле. А что голосовать? И так все понятно. Когда, в принципе, заранее известные когорты людей, кто как будет голосовать, вообще говоря, а что? То есть Дума — это сегодня такой декоративный орган, в котором достаточно все понятно. Это и есть социальная стабильность. Ничего измениться не может и не нужно, потому что социальная стабильность, которая парадигмой является нашего устройства, которое объявлено, и к ней мы так стремимся и поддерживаем, да, социальная стабильность выражена в форме, доступной зрению. В чем? Ничего не должно измениться, и декоративная Дума должна подтверждать решения автократические. Что и происходит. Грубо говоря, если ты купил машину BMW, когда ты ее отдал в такую фирму, которая обвесы разные на нее делает, это будет BMW с обвесами. То есть ни одни обвесы декоративно ничего не изменяют суть. С агрессивным видом или немножко очень агрессивным видом, но это будет BMW. Если это Запорожец обвешен спойлерами, будет Запорожец, понимаешь? Какие бы спойлеры там на нем не обвешаны. Почему бизнес-повестка и вообще мощный экономический рост страны не очень популярна вообще и среди населения тоже? То есть те партии, которые про это, они обычно даже порог не проходят. Кто бы ни попадал в Думу, до тех пор, пока Дума Российской Федерации является спойлером, обвесами президентской администрации, подчеркиваю, кто бы ни попадал или приходил в Думу, он со временем адаптируется и становится одним из спойлеров. Если ты живешь с зелеными, ты становишься зеленым. Эффект просаливания, эффект, так сказать, сообщающихся сосудов. Законодательство инициируется не в Думе сегодня в Российской Федерации, подчеркиваю, не думскими комитетами. Понятно? Оно инициируется в президентской администрации, в правительстве. Пока так будет, кто бы ни приходил в Думу, они приобретают признаки этого организма очень быстро. Очень много прекрасных людей, которые ходили в Думу, избирались и реально хотели что-то изменить, подчеркиваю. Но они поняли, что это не путь. И они ушли из выборов в Думу, и занялись чем? Бизнесом, социально-преобразующим действием, строят школы и так далее. То есть они нашли другие точки приложения для изменения мира к лучшему. Подчеркиваю, они продолжают изменять мир к лучшему, но просто другим способом. Вот и все. А те, кто сейчас идут в Думу, они просто хотят попробовать. А вдруг уже время пришло? Добро пожаловать, пробуйте. Там есть партия, Нечаев, мой, как приятель. Скажу, товарищ, приятель, я тоже говорю, что ты идешь? Ты же понимаешь, как это? Он говорит, я понимаю, но я хочу попробовать. Я говорю, то, что ты хочешь попробовать, я тебя поддерживаю. Но, говоря, когда ты опять, если разочаруешься, если твои сподвижники тоже разочаруются, это нормальная статистика, ты, главное, не переживай сильно. Что касается людей, которые реально хотели изменить мир к лучшему и шли в Думу, и все еще там или разочаровались, или ушли, с ними все понятно. Я хочу про другой класс людей сказать, которые идут в Думу для того, чтобы решать свои, личные только интересы. Вот и все. Я подчеркиваю, в Думе полно таких людей. Если говорить про процедуру этого голосования, она вас устраивает? То, что стали делать по 3 дня голосования, что можно там на сайте проголосовать и вообще в любое удобное для себя время? Абсолютно в духе современного вида, потому что какая разница, как ведется шоу, то есть шоу 3 дня лучше, чем шоу 1 день, потому что за 3 дня большее количество людей в нем примут участие и так далее. В Америке выборы — это шоу, причем очень красочное, очень яркое. В России только эти все выборы, только недавно люди смекнули, что надо давать насладиться людям
в это время, да, насладиться вот этими вот состояниями выбора, праздника такое, да. Вот как праздник, выборы я вот одобряю. Единственное, я вот на это шоу не хожу, потому что у меня есть более вкусные шоу. Есть две точки зрения. Первая, по сути, та, которую вы озвучили, что нет смысла ходить и тратить время на выборы, результат предрешен. И вторая точка зрения, что если ты на выборы не ходишь, значит, не имеешь права потом критиковать действующую власть, требовать каких-то своих прав, потому что ты в выборе этой власти не участвовал. Что бы вы ответили на вторую точку зрения? От того, что ты не ходил на выборы, ты не перестал быть гражданином Российской Федерации. Все. Поэтому права и обязанности, собственно, да, у тебя как были, так и остались. Поэтому это жесткая манипуляция, если вам говорят, и тем более вы ведетесь на эту манипуляцию. Свобода волеизъявления у тебя присутствует, в общем-то, в том, ходить на выборы и отдавать голос там за какие-то партии, а также в том, чтобы не ходить. Дело в том, что если ты хочешь бабки заработать, а то, куда ты ходишь, ты вот туда ходишь, но бабки никак не появляются, ты же туда перестаешь ходить. Так здесь то же самое. Если ты ходишь на выборы, но результат твоих действий, в общем-то, не складывается в какие-то, замысливаемые тобой изменения в виде улучшения твоей жизни и чего-то и так далее. Зачем туда ходить? Просто перестаешь ходить. Поэтому, друзья мои, если вам кто-то говорит, что если ты не ходишь на выборы, то ты не можешь критиковать, я вам так скажу. Я, Игорь Рыбаков, говорю, можешь критиковать. Абсолютная неправда, что если ты не ходишь на шоу какое-то, то ты не можешь принести своему обществу, своей семье и для себя самому пользы. Ведь мы же живем в том, что сами создаем. И вот эта вот иллюзия, что от того, что мы пойдем на какие-то избирательные участки и что-то поменяется, да ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Есть уклад, в котором ничего не меняется. Это также нормально. Подчеркиваю. Поэтому мы сейчас как раз в этом укладе и живем. Поэтому основа этого уклада, черт побери, такая желаемая социальная стабильность. Ребята, возрадуйтесь, что от того, ходите ли вы, не ходите ли вы, ничего не поменяется. И это же круто, понимаете? Ведь если мы пошли, мы могли ошибиться, мы могли голос отдать не за того и так далее. И потом произошла какая-то не очень желательная. А так, ходим мы или не ходим, ничего не меняется. И это же круто, понимаете? Поэтому есть смысл заниматься только тем, что приносит тебе бабки, радость и глубокое удовлетворение. Если тебе не приносит глубокое удовлетворение походы на выборные участки, на это шоу, так и все, не занимайся. Делай только то, что приносит тебе удовлетворение. Раз, или бабки два. А про людей, которые голосуют, почему они не голосуют за партии, которые про экономический рост, а не про стабильность? Почему стабильность, горячие обеды, которые там сейчас на всех плакатах в школах, работают лучше, чем бурный экономический рост и развитие предпринимательства? 70 лет советской власти оставили глубокую борозду в людях. В этой борозде записано, что лучше синица в руке, горячий обед, булочка, пайка. Политики умеют продавать две вещи. Первое, пайка сейчас, социальная стабильность, вот там, да, пусть там 3000 рублей, но сейчас, чем 300 тысяч рублей, но для этого работать надо. Да. Люди выбирают 3000 сейчас, так тактический интерес преобладает, потому что это лучше продается. И второе, политики или те, кто участвует в выборах, они всегда используют одну такую компоненту, о чем было бы важно знать каждому, кто сейчас смотрит это видео. Политик, который выполнит то, что он обещал, это плохой политик. Почему предприниматели не становятся хорошими политиками, обычно бизнесменами? Потому что они обычно держат свое слово. Если ты держишь свое слово, ты очень плохой политик, ты проиграешь выборы. Вся особенность политической борьбы – это залезть на хайп, наобещать чего-то
И потом ничего это не делать, потому что чем больше ты обещаешь, ну, ты выиграл. Ну, давай, ты как бизнесмен, предприниматель обещаешь, вот, ребята, вот это будет, а для этого нужно будет еще вот работать, и вот тогда будет, да. А другой приходит и говорит, так, сразу вот это будет, плюс по ходу колбаса, 3000 рублей, социальная стабильность будет, и вот это вот такое будет, и мы построим светлый мир. Что ты выберешь? Вот ты это предложение выберешь, оно очень хорошо продается. Очень большая симпатия возникает у людей, все, они это покупают. А предприниматель, бизнесмен, ну или другой, который такой умеренный, он говорит, не, подожди, ребята, у нас вот есть только это, ну, пускай та же социальная стабильность, но нужно много вот это впахивать, чтобы было вот это. Эй, впахивать, как-то не секси, да? Все. Поэтому, естественно, политтехнологи и все, кто руку набил в этих всех вещах, они что? Они дают вот эту основу гигиены, социальная стабильность, так, и обещают, что ну, все-таки скоро мы построим процветающую нашу страну. И победная реляция о том, что Россия войдет в череду очень развитых держав к такому-то году, но он просто отодвигается. Вы много раз говорили, что в политику не пойдете, объясняли почему, и сегодня об этом говорили. А предложения были когда-то пойти в политику, в Думу, не знаю, куда-то в администрацию? Конечно, предложения постоянно поступают. Все нынешние партии, которые играют в гонки, они, конечно же, хотят, чтобы пополнить свои ряды деятельными, яркими, действенными людьми. И, конечно, постоянно меня зазывает. Просто я постоянно отказываю. Это не моя деятельность. То есть шоу мне хватает на моем YouTube-канале, на моих выступлениях. Мой поведенческий психотип, он достаточно вспыльчивый, спонтанный. Он по-другому скроен. То есть он в той системе, вот как политическая штука, он быстро сгорает. Понимаешь, ситуация, когда надо всем врать, из трехэтажные коробы там делать вот эти, да, всем врать. Я не могу, я не выживу. Поэтому я давно, уже 15 лет назад, когда первые вот эти вот попытки пошли, я решение принял, и вот 15 лет я его придерживаюсь, и ни одного дня не пожалел об этом. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.